Вселенная. В ней совершенно все состоит из молекул. В этой лаборатории невероятных масштабов проведено бесчисленное количество экспериментов. Она является самым надежным поставщиком различных химических соединений. Именно здесь человечество училось экспериментировать и создавать новые вещества. Мы смогли повторить клеточную структуру, научились подражать живой природе и открыли материалы, которые полностью изменили наше представление о привычном мире. Материалы, которые способны принимать любую форму и обладать всеми необходимыми свойствами. Наша история — это череда научных открытий, которые сделали мир более технологичным. Они привели нас к современным материалам. Материалам будущего. И все это полимеры. Сегодня трудно представить сферы человеческой деятельности, где бы нас не окружали изделия, в основе которых использованы полимерные материалы. Попробуйте оглядеться. Из 5 предметов поблизости 4 окажутся из полимеров. Полимеры повсюду. Мы живем в век полимеров. Это закономерный ответ на растущие потребности общества. Представить нашу жизнь без полимеров невозможно. Популярность этого материала очевидна. Его залог — экономичность, прочность и практичность, легкость, уникальные свойства и простота в обработке. Практически все современные технологии и целые отрасли функционируют именно благодаря полимерам. Они являются составным компонентом многих окружающих вещей, с которыми люди взаимодействуют каждый день. Благодаря своей пластичности этот материал позволяет создавать широкий спектр изделий различных форм и характеристик. Значение полимеров уже настолько велико, что в мире их ежегодно производят в 4 раза больше, чем бумаги или стекла. Везде возрастает спрос на полимерные материалы. Их присутствие в нашей жизни гораздо прочнее, чем можно было бы представить. Так что же такое полимеры? Твердая оболочка нашей планеты состоит из горных пород. Полимеры — это та же часть полезных ископаемых, которые человек извлекает из недр Земли. Природных полимеров великое множество. Это материалы естественного происхождения, создаваемые космической химией без участия людей. И целлюлоза, и сахар, и крахмал, и даже ДНК. Все, что обладает строением, подобным цепочке из множества звеньев, можно назвать полимерами. Так в природе появилась древесина. В ее основе углерод и водород. Среди них водород – самый распространенный элемент во Вселенной. Из него состоит 75% всей материи. Но именно невероятная способность углерода создавать полимерные цепочки стала основой жизни на Земле и всех органических соединений. Однако, чтобы получить привычные нам пластики, не обойтись без участия человека. Их создают в химических лабораториях на основе углеводородного сырья. Главная задача нефтехимии – извлечь олефины. Так называют бесцветные газы этилен и пропилен, которые почти не встречаются на Земле в свободном виде. Их получают в процессе пиролиза. Это реакция, в ходе которой под воздействием температуры углеводороды распадаются на элементы с меньшей молекулярной массой. При определенных условиях олефины могут соединяться между собой в длинные молекулярные цепочки, образуя полиэтилен, полипропилен и другие полимерные материалы. Одно звено такой цепи называют мономером, а цепочку мономеров – макромолекулой. Длинные макромолекулы похожи на нити. Их структура бывает линейного, разветвленного, сетчатого или трехмерного типа.
Поперечное сечение такой цепи всего несколько десятых нанометра, а длина – тысячи нанометров. В зависимости от типа молекул и соединения, материалам можно придать нужные свойства – пластичность или, наоборот, невероятную прочность. Но прежде чем углеводороды превратятся в полимеры, они проходят несколько стадий переработки на нефтехимическом комплексе. Тобольск – самое сердце Западной Сибири. Климат тут довольно суров. Температура зимой может опускаться до -40. Но это не мешает быть одним из самых богатых регионов в России по запасам полезных ископаемых. Именно здесь, среди таежных лесов, завершилось масштабное строительство крупнейшего интегрированного комплекса «Запсибнефтехим». Он способен вывести Россию в число лидеров по производству полимеров. Это по-настоящему гигантский комплекс, и недавно одна из крупнейших нефтехимических строек. Проектов по производству базовых полимеров такого уровня насчитывается в мире всего 5. Попутный нефтяной газ исторически сжигали, но теперь его перерабатывают в полезные материалы, ежегодно предотвращая выброс в атмосферу более 70 миллионов тонн парниковых газов. За 4 года на территории площадью 460 гектаров было развернуто самое современное и уникальное оборудование глубокой переработки углеводородного сырья в полимеры объемом 1,5 миллиона тонн полиэтилена и 500 тысяч тонн полипропилена в год. Подобно цифровому городу будущего, комплекс полностью автоматизирован. Сложные технологические процессы выполняются с участием компьютеров. В круглосуточном режиме бесперебойной работой комплекса управляют высококвалифицированные специалисты. Строительство завода такого масштаба – задача как инженерно, так и логистически непростая. Но благодаря тесной международной кооперации решение было найдено. Сложное негабаритное оборудование поставлялось из 7 стран мира и 35 регионов России. Для транспортировки в Тобольск 206-метровых колонн установки пиролиза общим весом более 1600 тонн были задействованы специальные суда, углублялось дно Иртыша, перестраивался порт Тобольска, прокладывались дороги и мосты. Бетона и металлоконструкций, которые понадобились на возведение комплекса, могло бы хватить на 2 небоскреба Бурдж-Халифа. В строительстве принимало участие свыше 20 тысяч специалистов из 15 стран мира и 73 регионов России. Все, кто был в нашей команде, прибыли со всего мира. Было очень ценно побывать в Сибири, принять участие в таком большом проекте. Когда приезжаешь сюда, видишь огромный завод и точно самый большой нефтехимический комплекс в России. Было большой честью и удовольствием принять участие в столь неожиданном приключении. Это был весьма мультикультурный способ работы, со многими культурными особенностями. Количество служб, привлеченных со стороны заказчиков, специалистов, строителей, со стороны Сибура. Все эти люди работали вместе, несмотря на различия, и каждый раз делились своей собственной экспертизой. На производствах такого уровня очень важно следить за промышленной безопасностью и экологией окружающей среды. Анализ проб воздуха, анализ проб воды, почвы делают практически все предприятия. Но нам было важно посмотреть, как биота, то есть биологический организм, реагирует на то, что здесь происходит. С этой целью проводится мониторинг состояния окружающей среды, растительности, флоры и фауны. Вблизи комплекса обитают краснокнижные растения-биоиндикаторы, что подтверждает экологичность производства и его минимальную нагрузку на окружающую среду. Все сточные воды проходят глубокую очистку на комплексных очистных сооружениях, далее на еще более сложные установки выпаривания солесодержащих стоков. Это, наверное, уникальная установка в России, такой большой установки нигде нет.
Данная установка предназначена для очистки солесодержащих стоков. То есть мы обрабатываем воду для того, чтобы ее можно было использовать повторно в технологическом процессе. Мы смотрим на сердце всего комплекса. Это основная технология печи пиролиза. Отсюда все остальные получают сырье. На ректификационных колоннах мы выделяем хвостовые компоненты. Одни из самых ценных это является этилен и пропилен. Этилен и пропилен – это основные компоненты, которые участвуют в процессе полимерообразования, и мы можем получать гранулы полиэтилена и полипропилена, включая их в комплекс глубокой переработки. В 9 печах пиролиза при температуре 850 градусов происходит трансформация сырья в олефины. Это делает пиролиз самым ответственным этапом. Полипропилен – это высокомолекулярное соединение, образуется реакцией полимеризации. Молекула мономера на катализаторе присоединяется одна к другой, несколько сотен тысяч молекул пропилена, образуется такая высокомолекулярная цепочка, и это и есть полипропилен. После реактора порошок полипропилена попадает в экструдер, где в него добавляются различные добавки, аддитивы, которые придают физико-механические свойства полимеру. Порошок полипропилена и добавки перемешиваются в экструдере, расплавляются и попадают на фильеру, где уже происходит нарезка гранул, так называемое гранулирование. Процесс полимеризации этилена и пропилена очень схож. Полиэтилен и полипропилен получают с добавлением катализатора при повышенной температуре и давлении. Полиэтилен получается из этилена, который приходит из пиролиза. Путем полимеризации этилена в виде цепочек вырастает макромолекула, которая и представляет собой именно полиэтилен в твердом виде. Это фильера экструдера, через которую происходит выдавливание расплава полиэтилена через множество отверстий. Напротив находится ножевая кассета, которая с высокой скоростью нарезает гранулы размером 2-4 мм. Это все происходит в воде. Потом гранулы отделяются от воды, высушиваются и непосредственно направляются на хранение, перегонку и потом уже фасовку и непосредственно потребителям. На этом этапе основной производственный цикл завершен. Теперь упакованные полимерные гранулы отправятся к конечным производителям пластиковых изделий. На их основе создадут различные промышленные продукты и товары повседневного спроса. От строительных материалов, автомобильных деталей, электрооборудования, труб, медицинских изделий до упаковки продуктов питания, косметики и бытовой химии, тканей, игрушек, мебели и других необходимых в быту и промышленности предметов. Особое внимание уделяется изучению и развитию заданных свойств полимерной продукции, созданию новых соединений и материалов, которые сделают нашу жизнь еще комфортнее. Наука о полимерах не стоит на месте. Идет постоянный поиск наиболее эффективного применения полимеров и их уникальных свойств для технологического развития многих отраслей промышленности. Полилаб — это на самом деле уникальное явление в индустрии производства и переработки пластмасс для рынка России и ближнего зарубежья. Потому что это первый центр прикладных разработок, связанных с переработкой полимерных материалов в готовые изделия. Наша основная задача — сделать так, чтобы полимерные материалы — полипропилен, полиэтилен, полиэтилентерефталат, которые окружают нас с вами в повседневной жизни в виде готовых изделий, товаров народного потребления, пищевой упаковки, транспортной упаковки, медицинских изделий. Так вот, наша задача здесь в Полилабе, обладая широким спектром перерабатывающего испытательного оборудования, сделать эти материалы еще более эффективными. Здесь можно на два типа разделить эту работу. Это улучшение характеристик полимеров в их
уже известных областях применения – пищевая и непищевая упаковка, промышленная тара, это защитная упаковка, полимерные трубы – стараемся просто улучшить характеристики материала, чтобы сделать его еще более безопасным, более экологичным, эффективным в процессе переработки, чтобы меньше энергии потреблялось. Вторая часть разработок – это когда мы пытаемся модифицировать свойства полимеров таким образом, чтобы открыть для них новые области применения. Где-то, возможно, потеснить и традиционные материалы в тех областях, где мы видим, что использование полимерного материала и экономически, и с материаловедческой точки зрения, с эксплуатационной, более эффективно. Замена металлоконструкций, замена бумаги и картона, замена стекла. Конкуренция между материалом – это такая научная гонка, в которой побеждает тот, кто более эффективен, более экологичен. Полимерные материалы – одни из лучших материалов на свете. Без полимеров у нас было бы меньше питьевой воды, меньше еды, выше уровень бедности. Нам было просто банально менее тепло. Полимеры в самых различных ипостасях их применения меняют наш мир к лучшему, становясь надежными помощниками человека в решении жизненно важных проблем. По профессии я химик. Увлекала идея расширить возможности нашего мозга. Оказалось, что мне не доверяют делать экспериментальную часть, весомая часть работы химика. Технологии достигли такого уровня, что благодаря полимерным материалам стали возможны сложнейшие протезы. Мне впервые за всю мою жизнь нравится, как выглядит моя левая рука. Бионическую руку можно сделать так, чтобы она выглядела, соответствуя твоим ожиданиям. Она сделала из меня не инвалида, а киборга. Получается, что я чувствую себя увереннее. В мире миллионы людей живут без рук. По данным Всемирной организации здравоохранения, только 20% из них пользуются протезами. Люди не спешат протезироваться, пока протезы не приблизятся к функционалу реальной руки. Хотя современные технологии и материалы уже сделали их доступными. Мы производим высокотехнологичные протезы с применением современных технологий 3D-печати. Например, мы используем технологию SLS. Это послойное испекание полимерного порошка с помощью лазера. Мы планируем максимально приблизиться к функционалу руки и даже его расширить. Для этого нам необходимо воссоздать кинематику руки, суставы, сухожилия и даже мышцы. Мы уже сейчас приступили к разработке искусственных мышц на основе полимеров с памятью формы. Из всех существующих материалов только полимеры позволяют сделать протезы прочными и легкими, придать любую форму и дизайн. Я сама выбирала внешний вид своего протеза. На мой взгляд, он объективно эстетичен. Мне нравится на него смотреть, мне нравится смотреть на себя с ним. Мне стало проще делать какие-то бытовые вещи, которые кажутся простыми абсолютно всем людям на этой планете. Но у меня они теперь вызывают просто детскую радость, потому что я наконец-то могу это делать. Получается, что у меня есть уникальная рука, которая не может быть ни у кого в мире. Молекулы углеводородов проходят долгий путь преобразований, прежде чем стать полимерами, из которых люди создают все необходимое для своей жизни. Способность почти 100% переработки и повторного использования делают их главным материалом экономики замкнутого цикла. Полимеры во многом превосходят остальные материалы по своей экологичности при условии правильного сбора и утилизации. Они помогают сокращать воздействие на окружающую среду и рационально использовать возобновляемые ресурсы. Это не отменяет проблему окружающей среды. В мире ежегодно образуется более 2 миллиардов тонн твердых бытовых отходов. Из них пластика чуть более 10%. Однако третья его часть все-таки попадает в мировой океан. На 70% это одноразовые изделия – пакеты, бутылки, стаканы. Они были полезны не более получаса, но в воде остаются надолго. Проблема кроется не в материале, а в сложностях его сбора и переработки. Без повышения культуры обращения с пластиком он по-прежнему будет оказываться в океане. Необходимо осознать общую ответственность перед экологией. Тогда даже одноразовый пластик не будет представлять угрозы. И, возможно, в недалеком будущем картину загрязнения планеты люди смогут увидеть только в качестве музейной инсталляции. Говоря о пластике, мы часто представляем лишь одноразовые изделия. Но ведь большинство вещей из полимеров
применяются годами, а при ответственном подходе они, скорее всего, попадут в переработку и повторное использование. Полимеры продвигают человечество на новый виток технологического развития, становясь настоящим материалом будущего. Их задача – сделать жизнь людей более комфортной. В ближайшие 100 лет полимеры с высокой вероятностью проникнут абсолютно во все сферы жизни и станут основой совершенно новых индустрий, без которых человечество не сможет устойчиво развиваться. Изменения, которые должны сделать полимеры еще безопаснее и полезнее для общества, уже начались. Все больше производителей развивают технологии многоразового применения и вторичной переработки пластика. Потребители же стали внимательнее подходить к его раздельному сбору. Полного вытеснения традиционных материалов – бумаги, металла или стекла – конечно, не произойдет. Но представьте, что если все привычные нам предметы из полимеров исчезнут, найдется ли материал на замену и каким тогда окажется наше будущее? Отказаться от полимеров значит сделать большой шаг назад. Потенциал этого материала поистине огромен. Он способен обеспечить все растущие потребности человечества в будущем, где его роль сильно возрастет.